Всем привет! Началась новая рабочая неделя нового 23 года, и давайте посмотрим, что происходит у нас на крипторынке. Благо, криптовалюта и биткоин показывают сегодня хороший рост. Начнем с экономических событий, что у нас запланировано на эту неделю. Во вторник выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в 17:00 по московскому времени. На это особо стоит обратить внимание. Там он может дать какие-то намеки на то, что как будет меняться процентная ставка. Сейчас она находится на уровне 4,5%, и как мы знаем из предыдущих моих видео, она ходит параллельно вот с этим процентом, 6-месячными трежерами. На данный момент процент равен 4,68, а это значит разница между 4,5 и 4,68 менее 25 пунктов. Если до конца месяца, а именно в конце месяца будет озвучена новая процентная ставка, если до конца месяца эта разница не составит более 25 пунктов, то я думаю, максимум, на что можно рассчитывать в плане повышения процентной ставки, это как раз таки на 0,25%. Посмотрим, что мистер Пауэлл будет рассказывать нам завтра. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. В среду у нас будет информация по запасам сырой нефти, а в четверг также стоит обратить внимание на вот этот показатель. Индекс потребительских цен. Сейчас он равен 7,1%, по прогнозу 6,5%. Вот его динамика. Данный процент постоянно уменьшается, и также из предыдущих видео вы знаете, что данный показатель идет навстречу процентной ставке. И процентная ставка перестанет, как следовало из истории, повышаться, как только примерно они будут в одном районе. А лучше, конечно, чтобы процентная ставка даже стала выше, чем коэффициент инфляции. О чем нам может сказать вот этот прогноз? На данный момент ожидается, что процент будет понижаться. И понижается он достаточно быстро. Если фактические показатели будут даже еще меньше, то это подтолкнет биткоин к росту. Также в этот день, 12 января, будет в очередной раз опубликована информация по числу первичных заявок на получение пособия по безработице. И мы видим, что по прогнозу даже закладывают негатив. Сейчас у нас 204 тысячи, по прогнозу 215. А это значит, что должно быть плохо индексу доллара, что вследствие хорошо для битка. И если прогнозный показатель у нас закладывает негатив, я думаю, если фактически будет еще хуже, либо соответствовать прогнозу, то это также будет способствовать хотя бы не падению биткоина. А лучше, конечно же, даже его росту. В общем, экономические события у нас на неделю дают небольшой позитив. Что же касается новостей, здесь также все неплохо. Затрону вот эту новость от 6 января. Была она чуть ранее, но она достаточно значимая. MTGOX изменила сроки подачи заявок на компенсацию. Это та самая биржа, которая скоманулась еще несколько лет назад и все никак не может раздать долги, так сказать. Если коротко, то многие ожидают обвал рынков тогда, когда будут розданы биткоины пострадавшим трейдерам. Многие вангуют, что как только трейдеры получат биткоины в руки, они их сразу начнут сливать по маркету, тем самым обвалив курс. Так вот, вот эта новость как раз показывает, что срок выдачи этих биткоинов откладывается. В октябре 2022 года пострадавшим предложили зарегистрироваться в специальной онлайн-системе до 10 января 2023 года. Но согласно последнему документу, новая дата 10 марта отложили на 2 месяца. И если дата регистрации откладывается, то и дата вынесения решения также будет отложена. И вот она. Ее отложили с 31 июля на 30 сентября, также на 2 месяца. То есть не ранее, чем 30 сентября не стоит ждать обвала битка именно по этой причине. Это, конечно же, хорошо для того, чтобы в ближайшей перспективе люди не боялись за это. Еще одна интересная новость, которая также пахнет позитивом. В Гонконге подтвердили курс на развитие криптоиндустрии.
И эта новость сегодня вышла параллельно с новостью, что Китай снимает ковидные ограничения. Еще неделю назад всех пугали, что там рекорды по заболеваемости коронавирусом. Сегодня вышла новость, что все ограничения снимаются. Вот так вот. В чем прикол этих новостей? Гонконг — это часть Китая, но особая часть, которая сама себя регулирует, сама собой управляет. Так вот, в Китае, как вы знаете, уже несколько лет назад такой бан крипты произошел. Однако в Гонконге теперь относится к крипте достаточно лояльно, причем это часть Китая. А значит, через Гонконг крипта снова может вернуться в Китай. Финансовый секретарь Пол Чан заявил о готовности юрисдикции принять криптовалютные компании со всего мира. Власти недавно завершили работу над режимом лицензирования для индустрии. И теперь криптокомпаниям будут применять требования, действующие для традиционного финансового сектора. А значит, эти требования понятны, и вполне возможно, криптокомпании все-таки пойдут в сторону Азии. Ну и давайте посмотрим, что на графике видно, куда у нас двигается курс. Начинаем, как всегда, с биткоина. И мы смотрели график 30 или 31, я уже не помню, по-моему 30 в предпоследний день прошлого года делал прогноз, что у нас здесь развивается коррекция, и мы еще вернемся вот в эту зону. Как раз сегодня, вчера, за последние пару дней мы вернулись, показав рост в зону выше 17 тысяч. Прогноз отработал, рисунки могу удалить, и давайте посмотрим, что это может быть в плане разметки моего сценария. Предполагается, что здесь у нас завершается волна С, волны Б, после которой вероятнее всего снижение дорисовки коррекции в волне С, вот этой красной, которая будет завершением волны 2 более старшего порядка. Затем уже рост. Это в идеале. По прошлому прогнозу, в принципе, все так и идет, как и предполагалось. Зону мы посетили, все у нас нормально. Однако, если смотреть на индикатор, вот этот внизу, здесь не сформирована дивергенция. То есть график прет и прет, тем самым давая нам понять, что мы можем подрасти еще выше. Данная коррекция в волне B может длиться до тех пор, пока мы не пробьем вот этот пик. Если мы этот пик пробиваем, то вполне вероятно это не будет являться волной B. Цель мы выполнили, расчетную зону посетили, но разворота здесь пока нет. Просто так залетать в шорты я бы не рекомендовал. Подытоживая в плане прогноза биткоина, возможно коррекция, после чего уже разворот. Но локально точки входа вниз нет на данный момент. Давайте посмотрим на эфириуме, что у нас здесь. Здесь график пошел по-другому. Зону мы посетили, даже улетели уже наверх, однако вниз, как планировалось, не пошли. Здесь у нас структура формируется немного другая. Да, так же, как я и говорил по биткоину, у нас здесь волна B может длиться достаточно долго, высоко может пойти, до тех пор, пока мы не пробьем вот этот пик. По эфириуму этот пик уже достаточно близко, поэтому здесь разворот более такой вероятный. Тем более здесь и по вот этому индикатору мы видим дивергенцию. На битке ее нет, на эфириуме есть. Зону отработавшую удаляю. Здесь у нас прогноз отработал. И сейчас у нас здесь структура в принципе такая же, как на биткоине, и только волна B ушла выше. А так здесь также просматривается 3 волны, что является коррекционным движением. Пятерки здесь пока нет. Для отработки вот этого моего сценария здесь не хватает еще одного движения вниз, чтобы получилась уже более такая глобальная тройка. После чего разворот наверх. В ближайших роликах посмотрим, как это все будет отрабатывать. Если что, подкорректирую. Еще коснусь монеты Sol, Solana. На дневку перейдем. Что у нас здесь? Ну, в общем, недавно мы рассматривали эту монету. Глобально у нас здесь похоже движение на завершенный импульс. Движение вниз в рамках коррекции, которое валидно до тех пор, пока не пробито основание. А оно не пробито. И здесь я отмечал, оставлял отметку о том, что после того, как будет сформирован импульс, на его откате можно рассмотреть вход в лонги и стоп за основание. Импульс, судя по всему, сформировался. Стоп у нас за основание, оно у нас вот здесь. Импульс на данный момент перед вами. Давайте посмотрим на 4 часах, что здесь у нас формируется. Остатки рисунков удаляю. На 4 часах мы видим структуру, очень похожую на импульс. 1, 2, 3, 4, 5. И вполне вероятно здесь также движение вниз в рамках коррекции текущего импульса. Видим здесь дивергенцию, которая также намекает на ослабевание движения в рост. И самым оптимальным уровнем для коррекции является вот эта проторговка, вот эти уровни. Локально здесь также восходящее движение, но при наличии и появлении определенных факторов можно рассмотреть шорты, если вы используете шорты в своей торговле, и движение вниз, по завершении которого также можно поискать лонги. Перспектива по монете Sol достаточно неплохая, даже если мы формируем здесь только
отскок, так называемый. Вероятнее всего, после импульса и формирования коррекции, как минимум, будет еще один импульс. Даже если мы будем формировать коррекционную тройку с целью похода вниз. Я думаю, вы понимаете, если сформировался импульс, дожидаемся коррекции и можно отторговать еще один импульс. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, на телегу подписывайтесь, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!